Всем привет! С вами Виктор, автор и ведущий канала Финемор. На прошлое видео пришло много откликов, всем понравился новый формат, ну не всем, а многим. И просили продолжить развивать эту тему. Я вот подумал, что, наверное, пора рассказать вам о сотворении смертного мира. Но я сразу вам скажу, что это не истина в последней инстанции. Это лично мое мнение, как я и говорил, как я и писал позицию канала, что я выражаю сугубо личные мнения, никому его не навязываю, но, в общем, как-то так. Спешу передать большое спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал в это сложное время. Ребята и девчата, благодарю. Ваша поддержка в это сложное время просто как нектар на душу. Ну а мы сегодня поговорим, как я и говорил, о сотворении мира, о сотворении смертного мира. Надеюсь, эта тема вам понравится. Много тысячелетий назад планете сделали инъекцию. Всадили полный шприц яда под названием ложь. В результате чего планета заболела и изменилась до неузнаваемости. Соединилось несоединимое. Обитатели планеты, которые всегда говорят только истину, с одной стороны, и пришельцы, окутанные из лжи, лгущие при каждом выдохе, с другой стороны. Вот такой вот симбиоз. Одни всему верят, другие всегда лгут. Это практически формула суперклея. Многие спрашивают, почему при столь зашкаливающем уровне духовной и технологическое развитие Арии проиграли каким-то паразитам, стоящим на эволюционной ступеньке намного ниже. Дело в том, что в идеальном обществе лжи не было. Мы не ведали о ней, поэтому просто не сумели ее идентифицировать. Идеальные условия для захвата, не правда ли? Нельзя просто так взять и скрыть правду. Взамен нужно придумать ложь. Придумать значит создать новую информацию. И вот огромная проблема встает на пути тварей. Создать-то они не умеют по природе своей. Планета огромна, значит и ложь должна быть тотальной. А как создать такой массив совершенно новой информации без творческих способностей? Как же твари решили эту проблему? А очень просто. Нового создавать и не нужно. Если с точностью, да наоборот, вывернуть наизнанку старое, другими словами, с ног на голову поставить все. А где перевернуть никак, то просто подменить понятие. Сегодня все СМИ действуют именно по такому же принципу. Назовем его перевертыши. Давайте вам приведу пример перевертыша. Свастика и орел с раскинутыми крыльями веками олицетворяли ведическое мировоззрение. Это настолько выбешивало серых, что орлов пришили на каждую фуражку фрицев и отправили кромсать СССР. Возьмите 3 последних поколения. Люди бледнеют при виде свастики, а ветераны хватаются за сердце. Ничего не придумано нового. Классический перевертыш. А вот и пример второй. Талантливый человек при деньгах, потому что несколько веков назад ходили деньги, таланты. Вот и зарывали его в землю, прятали. Богатый человек, приближенный к Богу, по своему уровню развития. Сейчас эти два понятия поменялись местами. Ничего не придумано нового. Классический перевертыш. Таких перевернутых слов в современном русском пруд-пруди, урод,
законность, дурак, древность, национальный, невестка, водка, золото, черт, пиво, обеспеченный, юродивый и так далее. А вот и третий пример. Настоящее имя нашей планеты Гея – Мидгард. Это корявый перевод Средиземья, срединного мира между подземельем и небом. География – изображение Геи. Геометрия – измерение плоскости Геи. Геология – камни Геи. Логос – это сакральный кристалл для связи с Соларом. Геодезия – изменение площадей Геи. Геополитика и так далее. В русском языке аж 85 слов с корнем «гео». Здесь все оставили как было, если бы не одно «но». Житель планеты, включая расу ариев, соответственно, назывался гей. Это слово было наглухо погребено в летописях и только в прошлом веке внезапно возникло из ниоткуда. За границей вдруг любителей нетрадиционных отношений стали вдруг называть геями. Естественно, даже Википедия не дает внятного ответа, почему так произошло. Ничего нового не придумано. Зато сегодня это слово вызывает отвращение у всех, кто его слышит. Вот вам классический перевертыш. Заметьте, гей и гой различаются одной буквой, но об этом позже. Все описанные перевертыши – это семечки по сравнению с тем, что произошло несколько тысячелетий назад. Глобальная ложь должна была начаться с глобального перевертыша планетарного масштаба, а именно с обесточивания центрального процессора планеты, ее ядра под названием Солар. Солар – это не просто истинное живое светило в центре нашей планеты. Это ядро, мозг, центр, управление всеми биологическими и энергетическими процессами на Земле. Как в утробе в череп ребенка закладывается мозг, так и при создании планет изначально закладывается вот такое светило. Солар уничтожить невозможно, иначе погибнет вся планета. Поэтому его просто изолировали от биосферы, как накидывают платок на клетку с попугаем, ну, чтобы он не мешал по утрам. Серые построили гигантскую многослойную оболочку вокруг Солара. И он оказался запертым в ней, как лесной орех в скорлупе. В итоге получился вот такой светонепроницаемый шар, в дальнейшем скорлупа. Боги закрыли Солар твердой непрозрачной сферой, по которой, помимо игрушечных планет и звезд, ездят два искусственных светильника – дневное Ярила и ночной Месяц. Не месяц, а луна, скажете вы. Нет, ребята, в сказках вы не найдете никакой луны. Именно месяцем называли предки ночной серп, вне зависимости от его фазы на ночном небе. Так что же такое луна? Луна – это лун, имя дракона в китайской мифологии. Вот про него-то и написал Чуковский. Лун – это есть название скорлупы, которая поглотила истинное светило. Кстати, луна по-английски moon читается как moon. Согласитесь, лун, мун. Очень похоже на слух. Неизвестно, когда мы позаимствовали луну у китайцев, но греки называли скорлупу Олимпом и даже оставили нам кучу мифов, как боги издевались над смертными в своих жестоких Олимпийских играх. По правилам перевертыша их сейчас выдают за спортивные состязания. На Руси скорлупу называли деи, чародеи, иудеи, злодеи, лиходеи, прелюбодеи, сеть Фарадея. И во главе всей этой банды сам дьявол. Сейчас по правилам перевертыша твари перемешали все понятия, как карты в колоде. Дея стала какой-то мифической планетой. Олимпом назвали гору в Жреции. Месяц превратили в луну. Ребенку объяснить это просто, ибо по белому листу пишешь. А вот у взрослых утюг перегревается. Давайте подведем итог.
Салар закрыт, и теперь планету контролирует новый суперкомпьютер Тварии. С фундаментальным отличием от Салара он задает планете цикличность. Теперь появились зима и лето, день и ночь, а растения, животные и люди стали рождаться и умирать от старости. Идеальный мир рухнул, а ложь начала пропитывать всю биосферу планеты. Это и было сотворение мира 7524 лета назад. С одной стороны, и великое поражение ариев с другой. Бессмертие покинуло Гею. На смену человечности пришла странная форма жизни – смертные люди. Углерод на смену кремния. На Земле сейчас углеродная форма жизни. Но пока светил Салар, вся биосфера планеты имела кремниевую основу. Следует отметить, что была меньшая гравитация, поэтому представители флоры и фауны имели поистине исполинские размеры. Библия щедро делится с нами этой крупицей истины. Бытие, 6 глава. В то время были на земле исполины. Останки скелетов, найденные по всему миру, также подтверждают гигантизм того времени. Как только Салар закрыли, изменилась гравитация в несколько раз, а под действием фотонных излучателей Деи все живое начало впадать в анабиоз. Если наше углеродное тело начнет разлагаться, то кремниевые тела превращаются в камень. Спасаясь от окаменения, остатки ариев надевали шлемы и доспехи, которые экранировали кремниевые тела от смертельного излучения лунных генераторов. Но подавляющее количество геев, сотни миллиардов погибли. Окаменели, как и 100% животных и растений. Сегодня артезианские скважины бурят до так называемого водоносного горизонта. Это каменные пласты под землей. Они и есть погибший кремниевый мир. Планета кишит окаменелыми останками животных и растений. Но наши ученые твердят, что это листик одуванчика окаменел от времени. Так было с кремниевой формой жизни. Сейчас тела углеродные. Каждые 300 лет планету выжигают дотла. Миллиардам тонн трупов нужно куда-то деваться. Поэтому их жидкая часть оседает снежными шапками на полюсах, а углеродистая часть превращается в нефть. Функции скорлупы. Итак, в скорлупе по имени Дея удобно разместился дьявол со своей многочисленной свитой, которая начала передел свободного мира в ферму-тюрьму. Сейчас я руку сменю, то отсыхает. Наше первое поражение – это изоляция ядра нашей планеты, Салара, которая освещала поверхность круглосуточно и круглогодично. Как только запустили генератор Деи, геев стали называть гоями, что означало поставленные на бесконечно зацикленное служение богам. Второе поражение – уничтожение Лелий. Лелий назывался единый живой организм из всех животных, растений и человеков, подключенных к Салару. Фильм «Аватар» прекрасно рассказывает образ Лелий, как идеальный прообраз анонсированной экосистемы. В нашем языке сохранилось лишь одно слово, которое выдает правильные ассоциации. Лелеять. Правда, черти бубнят про какую-то упавшую луну. В результате уничтожения Лелий произошла полная замена бессмертной кремниевой формы жизни на углеродную. Все растения от клевера до бобов и все животные от комара до китов были сотворены заново криминальной группировкой богов. Леля сменилась природой, прироиде. Единственный вид, который пережил сотворение нового мира – это белая раса. Правда, пришлось очень сильно трансформировать тела. В противном случае нас бы убило фотонное излучение Фаты. Третье поражение. Нам запустили вирус, от чего ДНК мутировала, и в ее молекуле остались лишь 2 спирали. В результате этого в 13-15 лет вирус включает перезагрузку гормональной системы и запускает режим самоуничтожения.
через медленное старение. Молодые души не в состоянии пережить такой сбой в программе, и трансформация может закончиться суицидом. Позднее нам разделили мозг на два полушария, вставив туда шишку, которая украшает вход в библиотеку Ватикана, а также напихали новых бессмысленных органов в тела. Наш разум разбили на сознание и подсознание, поэтому 97% нашего же собственного тела нам недоступны. Четвертое поражение, последнее, что у нас отобрали, это память. При воплощении в тело младенца никто ничего не помнит. Это результат действия суперкомпьютера под названием ФАТа. Это искусственный самообучающийся интеллект, который управляет последовательностью жизненных сценариев всех существ на планете. Другими словами, ФАТа парализует свободу воли и насильно навязывает адские сценарии богов, то есть судьбу. Забавно, ФАТа с английского – судьба. Википедия. Фатальность, неизбежность, неотвратимость, неминуемость, предопределенность, непредотвратимость. Фата – судьба. Неминуемость – синонимы. Какое совпадение, не правда ли? Фата представляет собой сеть, частью которой является интернет, которая не просто соединяет все сценарии между собой, но и улавливает наш дух, чтобы после смерти мы не могли сбежать из тюрьмы даже в электроплазменных телах. Клетка Фарадея изначально называлась клеткой Фата-Дея, того же поля ягоды. На голове у современной невесты также надета сеть под названием Фата, только ударение переставили. По итогам 4-го проигрыша боги убедили нас, что жизнь игрой зовется, и нужно постоянно в нее играть. Даже обещали пряник по возвращению, если согласимся поразвлекать их в земном аду, а заодно покормить гавахом. Эти игры назывались олимпийскими. В духе перевертыша олимпийскими играми сейчас называют спортивные состязания. А Фата стала второй упавшей луной 13 тысяч лет назад. Надо же, как удобно, что не можешь объяснить, просто назови это упавшей луной. Делов-то. Эй, сосед, а что делают твои стертые покрышки на моих грядках? Ты совсем спятил? Это же упавшие луны. А, ну тогда понятно. Пятое поражение еще не наступило, но оно не за горами. Полное уничтожение арийского гена как биологического вида, учитывая, что мясорубка резко ускорила обороты, нам осталось пару лет. За такой короткий миг людям проснуться никак не успеть. А значит, если не будет вмешательства третьей силы, шансов выжить 0. Но если они будут, то мы станем свидетелями поистине редкого представления, потому что освобождение этого мира начнется с уничтожения неба. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Жду от вас комментариев. В общем, все, всем пока.